Надо сказать, что тема эта крайне актуальная и для общества, и для научного мира, потому что за те 3 десятилетия, которые прошли с распада Советского Союза и разрушения советской системы, ученые всего мира проделали довольно большой путь в изучении этого процесса. Почему так произошло? Мы знаем, что в постсоветской России в первые десятилетия после распада СССР была совершенно другая историческая конъюнктура, и преимущественно изучались и поддерживались совершенно другие темы, никак не связанные с преступлениями нацизма. У нас это было, ну, скажем так, не самое яркое, не самое явное направление, направление, и работы по данной тематике можно пересчитать по пальцам. А вот в Германии все происходило иначе, потому что падение Берлинской стены, объединение Германии сняло некоторые идеологические шоры с немецкой науки. До распада Советского Союза в Федеративной Республике Германии господствовал миф о чистом вермахте, и историческая наука во многом обслуживала идеологию холодной войны. То есть нужно было максимально демонизировать Советский Союз, и в рамках этой концепции нацисты, конечно, были плохими, и Гитлер был исчадием ада, и эсэсовцы были чудовищными, но все-таки их преступления в полном объеме не афишировались, не исследовались, и все сводилось к каким-то вот преступлениям отдельных людей и организации СС. Ну, то есть вот эсэсовцы были плохие, а вермахт был хороший. Да. Он просто воевал. Да, совершенно верно. Вот вы точно отметили, что господствовал миф о чистом вермахте, который не имел принципиального отношения к многочисленным преступлениям эсэсовцам, совершенным в первую очередь на Восточном фронте. А вот после падения Берлинской стены начался другой процесс. И многие ученые, в первую очередь нужно здесь назвать Вольфрама Ветте, Ханнеса Хейера, Рольфа Дитера Мюллера, Сюзанну Хайм, Гёце Али и некоторых других выдающихся немецких историков, они стали заниматься теми темами, которые раньше не приветствовались. Вот. И в первую очередь речь идет, конечно, об истребительной политике нацистов в целом, в гитлеровской Германии в целом, на Восточном фронте. И вот за эти 30 лет вышло несколько фундаментальных работ на Западе, которые были посвящены той теме, которую мы называем геноцид советского народа. Да? В первую очередь, это работа Кристиана Герлаха «Просчитанные убийства». Это 1000-страничная монография с изучением истребительной политики нацистов на территории Белоруссии. Это работа Сюзанны Хайм и Гёце Али. И очень важные для нашей темы исследования Алекса Кея и Адама Туза, англоязычных историков, которые уделили особое внимание экономической программе нацистов. И вот именно в этой экономической программе, на самом деле, во многом содержится ответ на вопрос, какую истребительную программу нацисты планировали перед вторжением в Советский Союз. Программа эта сегодня хорошо известна в Европе, однако до самого последнего времени о ней очень мало говорили на постсоветском пространстве, в том числе и в нашей стране. Значит, это была программа статс-секретаря Министерства сельского хозяйства и продовольствия нацистской Германии Герберта Бакке, который стал фаворитом фюрера по той простой причине, что он был уроженцем Российской империи. Он родился в городе Батуми и вырос в российском Тифлисе. Прекрасно знал русский язык и всю свою последующую карьеру изучал российское сельское хозяйство. И вот накануне вторжения в Советский Союз Гитлер делает его одним из главных экспертов по экономическим вопросам. Собственно, Бакке и прорабатывает экономические аспекты вторжения в СССР и дальнейшего ограбления советских территорий. У этого вторжения были экономические подоплеки, конечно, помимо идеологических и сугубо военных, по той простой причине, что Германия испытывала серьезный недостаток в зерне, а также и в полезных ископаемых, в нефти, в руде. Но зерно было очень важным элементом, который предстояло захватить во время войны на Востоке. Потому что Германия зависела от зернового импорта. Она ввозила зерно, и после начала Второй мировой войны, когда могучий британский флот блокировал немецкое побережье,
привезти из-за рубежа, из-за моря было уже ничего нельзя. Соответственно, нужно было найти недостающее зерно где-то в Европе. А найти его можно было только в одном месте – в Советском Союзе. То есть речь шла о захвате черноземов Украины, юга России и Северного Кавказа. И Бакке, собственно, этим и занимался. Он и прорабатывал это будущее ограбление. И в его выкладках получалось следующее, что в тот момент, когда нацистские войска захватят черноземные территории СССР и перенаправят потоки продовольствия в Германию либо на снабжение вермахта, оккупационных войск, то территории нечерноземных земель Советского Союза окажутся подвержены колоссальному голоду. И в первую очередь от голода вымрут крупные индустриальные центры Советского Союза в нечерноземной зоне. В первую очередь речь идет о Москве и Ленинграде. Таким образом, голодная смерть для ленинградцев была предрешена не в ходе боевых действий, когда установилась блокада, она была задумана еще до вторжения в СССР. И конкретно есть документ, который об этом говорит. Это так называемые директивы по экономической политике от 23 мая 1941 года. К сожалению, этот документ долгое время на русский язык переводился только частично, и то исключительно с 1987 года. Только буквально месяц назад я опубликовал его на русском языке полностью, и только из полной версии становится понятно, что конкретно умышляли нацисты. Вот. Значит, эта идея уморить миллионы советских людей голодом, а Бакке называл число от 20 до 30 миллионов, она легла на политическое планирование руководства Третьего Рейха. По какой причине? Ну, потому что против Советского Союза развязывалась необычная война, такая, какая была на Западе. Это была война на уничтожение, целью которой было приобретение жизненного пространства. Что такое жизненное пространство? Это территория, на которой поселятся немецкие колонисты. То есть эта территория изначально предназначалась для немцев. Точно так же, как, например, территория Северной Америки предназначалась для европейских колонистов. И возникал вопрос, ну а что же тогда произойдет с коренным населением, которое должно освободить эти земли для нового немецкого хозяина? Совершенно очевидно, что с самого начала предполагалось чистить эту территорию от коренного населения. И вот голод оказался, с точки зрения Гитлера, очень эффективным инструментом чистки территории от ненужного населения. То есть это совпадало с политическими целями Третьего Рейха, и в записке Бакке там прямо говорится о том, что существует политическая линия, направленная против великороссов. И все действия Третьего Рейха, они направлены против великороссов. По какой причине? Да? Потому что великороссы составляли ядро народов Советского Союза, и если это ядро уничтожить, то все остальное распадется само собой, это будет легко колонизировать и переварить Третьему Рейху. И поэтому действительно мы видим, что Третий Рейх с самого начала спланировал уничтожение миллионов советских людей. В первую очередь речь идет, конечно, о ключевых народах, славянских народах, русских, украинцах, белорусах. От них чистили землю раз. И вторая очень важная мотивация заключалась в том, что нацистов пугала огромная численность советского народа. Вот немцы, нацисты, считали себя лучше, талантливее, умнее, одареннее. Но единственное, что их действительно пугало, это численное преимущество советских людей. Их слишком много. И Гиммлер говорил, нас 90, а их 190, нас 90 миллионов, а их 190 миллионов. Соответственно, с самого начала ставилась задача подорвать демографический потенциал Советского Союза с тем, чтобы Германия навсегда обеспечила себе господство в Европе. И вот 10 июня 1941 года Бакке, автор этого плана голода, встречался с Генрихом Гиммлером. У них был длительный разговор, после чего Гиммлер уехал на совещание со своими ближайшими сподвижниками в замок Вевельсбург. И в замке Вевельсбург Гиммлер сказал, мы об этом знаем из показаний обергруппенфюрера СС Эриха фон ден Мах-Зилевского на Нюрнбергском процессе. Гиммлер сказал, цель похода на восток – уничтожение 30 миллионов славян.
То есть вот это та самая политическая линия, которую исповедовало верховное руководство Рейха. И они попытались это сделать, хотя, безусловно, в полном объеме этот план не реализовался, но, к сожалению, трагически развивались события, и частично этот план все-таки реализовался. Эта политическая линия реализовалась. Она реализовалась в уничтожении советских военнопленных. Это как минимум 2,5 миллиона человек. Она реализовалась в блокировании Ленинграда и уничтожении ленинградцев. Сейчас мы знаем, что это около миллиона человек, считая тех, которые погибли во время или сразу после эвакуации. Да? Она реализовалась в организации гуманитарной катастрофы и голода на оккупированных территориях. Ну, достаточно сказать, что, например, города Пушкин и Павловск, которые были под оккупацией, то есть это не блокадный Ленинград, который под немцами формально никогда не был. Это города, которые были под оккупацией, они почти полностью лишились населения, и половина этого населения умерла от голода, даже больше половины умерла от голода. Их тоже никто не кормил. И вот характерно, что Георг Кюхлер, который был командующим сначала 18-й армии, потом группы армии «Север», он отдал приказ голодающим жителям Пушкина не покидать свои кварталы. Это лишало их возможности уйти в деревню и выменить что-то на какие-нибудь, не знаю, часы или костюм, какую-то еду, чтобы выжить. Как мотивировал Кюхлер этот приказ для своих солдат? Он написал: мы должны понимать, что это население расово враждебно для нас. То есть здесь была этническая подоплека, и это самый настоящий геноцид, потому что определение геноцида как раз требует того, чтобы в нем была этническая подоплека. Это уничтожение этнической, национальной, религиозной или расовой группы как таковой. Вот здесь это явно есть. И в записке Баки это тоже есть, потому что там говорится, что политическая линия направлена против великороссов. Великороссы, что при царе, что при большевиках, остаются врагами Великой Германии, и поэтому против них можно применить эти меры. Нужно даже применить эти меры. Вот наличие этой этнической линии позволяет квалифицировать преступления нацистов именно как геноцид. Против городов черноземной зоны эта стратегия тоже предпринималась. Был организованный голод в Киеве, был организованный голод в Харькове, и в Европе существуют целые библиотеки, уже посвященные этим преступлениям. Вот. Но не только голод был инструментом уничтожения коренного населения Советского Союза. Эта политика поддерживалась истребительными операциями Третьего Рейха, эсэсовскими карательными рейдами, и все многочисленные хатыни, которые были на территории Советского Союза, это тоже следствие вот этой единой линии. Другое дело, что в отличие от Холокоста, здесь нужно сказать, конечно, о том, что между Холокостом и геноцидом советского народа в широком смысле была разница, потому что, естественно, отдельные категории, это широко известно, отдельной категорией уничтожения на оккупированных территориях Советского Союза сначала, а потом и во всей Европе были евреи. И еврейское население уничтожалось тотально. Еврейское население уничтожалось самым технологическим способом. То есть сначала, конечно, это было и уничтожение голодом, и расстрелы, подобные Бабьему Яру, но потом уничтожение стало системным. И именно для уничтожения евреев в первую очередь были построены чудовищные лагеря смерти там, в конце 41-го, начале 42-го года. И уничтожение евреев было экстерриториальным, как я уже сказал, то есть оно происходило не только на территории Советского Союза, но и на территории других стран Европы, хотя и не так явно, как в СССР. Вот. И оно было непрерывным. То есть начиная с 41-го года немцы, нацисты систематически истребляли еврейское население. С славянским, советским населением, остальным, все было немного иначе. В 1941 году действовал вот этот истребительный план, но когда операция «Барбаросса» сорвалась, разгромить Советский Союз не удалось, неожиданно для Берлина выяснилось, что поскольку победа не одержана, и армия не может быть частично демобилизована, то в Германии некому работать, нет рабочих рук. И, соответственно, начались разные ведомственные склоки, которые закончились изменением политической линии. Вместо уничтожения
загон в рабство. Да? Начался набор так называемых астарбайтеров, людей, по-настоящему сначала их пытались вербовать, но вербовочная кампания провалилась, и поэтому людей насильно загоняли, около 5 миллионов человек с территории Советского Союза вывезли в Германию для принудительных работ. На заводах, фабриках, на фермах. Условия жизни этих людей были разными, но все-таки в целом нацисты были заинтересованы в сохранении их жизни по той простой причине, что это были рабы. Они должны были работать на Германию до тех пор, пока она воевала. Их дальнейшая судьба, безусловно, была под вопросом, но пока что эти люди должны были работать. Однако на оккупированных территориях эта линия на уничтожение продолжалась. Второй пик – это уничтожение во время так называемых контрпартизанских операций. Но здесь есть большая доля лукавства. Потому что, конечно, сжигались не те деревни, жители которых помогали партизанам. И были надежные доказательства этому. Сжигались деревни, которые находились в зоне партизанских действий. То есть уничтожались люди, не которые помогали партизанам гарантированно, а которые только теоретически могли им помочь. Гиммлер настаивал на стратегии обезлюживания территорий, и в результате этой стратегии уничтожался народ. У него была мысль, он ее продвигал и в 1942 и 1943 году, постоянно во многих речах, даже аудиозаписи их сохранились. К сожалению, на русский язык тоже не все переведено, но мы сейчас над этим работаем. Гиммлер прямо говорит, что наша проблема в большом демографическом потенциале и противника. И наша задача сделать так, чтобы у них просто не осталось людей. Любых людей. Потому что любой человек – это биологический ресурс. Если он не может воевать, он может работать, как-то помогать, что-то подсказывать. И надежный успех возможен только тогда, когда этот биологический ресурс будет врагу недоступен. Поэтому людей уничтожали. Это как в Беларуси операция «Зимнее волшебство», да? В том рамках которой числе они, одна по-моему, из. 600 деревень сожгли. Это одна из операций. И, конечно, вот сейчас мы анализируем следственные дела высокопоставленных эсэсовцев, которые попали к нам в плен. И я должен сказать, что самые разные эсэсовские чины, дающие показания в разных городах Советского Союза и даже в разных странах, в том числе и американским следователям, они знали об этой стратегии. А военные знали об этом не все, или делали вид, что не знали. И вот, например, я читал удивительные показания Адольфа Хойзингера, который говорит американским следователям, что до определенного момента я считал вот эту стратегию военным безумием. Потому что уничтожение населения, другое население восстанавливало против нас и пополняло партизанские отряды. Но это логика одного человека, а возобладала логика другого, логика Гиммлера, который воспринимал это отнюдь не как безумие, а наоборот, как ультрарациональную стратегию. Чем больше убьем, тем меньше у них будет народа. Вот такая вот логика. То есть это была именно ультрарациональная стратегия. И третий пик уничтожения советского населения пришелся на отступление немцев, политика выжженной земли. Они стремились угнать население с собой, для того, чтобы оно работало на немцев, а не на СССР. Но в том случае, если это по каким-то причинам становилось невозможно, не было сил населения угнать, население оказывало сопротивление, население там болело, или были старые люди, или дети, они не могли уйти. Все это население уничтожалось, буквально сжигалось в своих деревенских домах. Это самый настоящий геноцид. Причем подчеркивалось, опять же, этническое. Да, мы уничтожаем как можно больше русских. Вот это третий пик. Да? То есть мы видим, что уничтожение коренного населения не было таким последовательным, как уничтожение населения еврейского, но, тем не менее, это все равно геноцид. Да? Если мы вспомним определение геноцида, данное в Конвенции ООН, то там звучат следующие признаки этого преступления чудовищного. Геноцид – это действия, совершаемые с намерением полностью или частично уничтожить этническую, расовую, религиозную или национальную группу как таковую. Вот очень важный элемент – полностью или частично. Да? Не только стремление к полному уничтожению народа – это геноцид, но и стремление частичное.
частично его уничтожить. То, что немцы хотели, нацисты хотели уничтожить 30 миллионов человек, и, к сожалению, частично им это удалось, это все равно геноцид. Это целенаправленное истребление коренного народа. Оно имело место, и мы должны об этом прямо говорить. Тем более, что вот последние исследования, они дают как можно больше, очень много новых доказательств в пользу этого. И в ближайшее время мы опубликуем материалы следственных дел, вот этих эсэсовцев, о которых я говорил. Я уверен, что это в известной степени поставит точку в вопросе о том, был ли именно геноцид или другие преступления, или другой тип преступления. Потому что существует критика определенная концепции геноцида, отличного от еврейского. Она базируется, в общем, на том, что те преступления, которые нацисты совершали, они не имели под собой этнической подоплеки. То есть преступления были, но это не было истребление людей как таковых, национальной или этнической группы как таковой. Это было истребление именно пособников партизан, истребление с целью террора, эксцессы случайные. Но на самом деле нет. И, кстати, здесь хотелось бы упомянуть Международный Нюрнбергский трибунал. Дело в том, что термина геноцид как юридического термина во время Международного Нюрнбергского трибунала еще не было. И наши оппоненты говорят, давайте оставаться в нюрнбергской терминологии, потому что там были признаны преступления против человечности. Но преступление против человечности — это более широкий термин, он включает в себя разные явления. И давайте обратим внимание на приговор Международного Нюрнбергского трибунала и разберемся, а какие конкретно преступления против человечности признал этот суд. Если мы откроем раздел приговора Международного военного трибунала «Преступления против человечности», мы там прочитаем перечисление зверств, совершенных нацистами на оккупированных территориях Советского Союза. А дальше вывод, что, по крайней мере, на Востоке, в Польше и Советском Союзе все эти зверства совершались не только с целью запугать население, но и с целью очистить землю для ее последующей колонизации немцами. То есть Международный трибунал признал, это есть в его решениях, что население уничтожалось не только для его запугивания, но и по этническому принципу как таковое. Это Нюрнбергский трибунал признал. И это, по сути, признание геноцида, хотя самого термина, как юридического, как я уже сказал, тогда не существовало. На это я бы обратил внимание своих коллег, потому что наши критики, они как-то стараются не комментировать этот аспект приговора Международного военного трибунала. На мой взгляд, это вот такое замалчивание по той простой причине, что оно не укладывается в заранее выбранную концепцию. Ну и, собственно, план голода тоже, к сожалению, в отечественной историографии как-то по-прежнему не получил широкого освещения. К сожалению, этот термин отсутствует в отечественных учебниках. Это большая ошибка. Я подчеркиваю, что даже в немецких современных учебниках это есть. В учебниках для немецкой средней школы это есть, а в российских нет. Ну как это так? Это в современной немецкой историографии одно из ключевых понятий. Российская историография, в том числе и критическая, которая не согласна с геноцидом, отличным от уничтожения евреев, она просто, они этого не замечают. Нету. Выходят статьи какие-то с критикой, но план голода в них почему-то не упоминается. И все сводится к тому, что идет сравнение политики по отношению к коренному народу и еврейскому населению, и поскольку не находится полного тождества, то на этом основании делается вывод, что геноцида советского народа не было. То есть поскольку это не Холокост, то значит и не было. Но на самом деле, как мы видим, определение геноцида, данное в Конвенцию ООН, позволяет сделать вывод о том, что все-таки это был геноцид. Хоть и не такой, а геноцид другого типа. И это надо, безусловно, подчеркивать, но все же подчеркивать и другое, что это разные личины одного и того же явления. Все время как-то странно. То есть 27 миллионов – это не геноцид. Как-то странно. Нет, но тут, Дмитрий Юрьевич, я еще раз подчеркну. Да, меня сама цифра пугает, точно так же, как и всех остальных, а не геноцид. Да.
Нет, цифра чудовищная. Правда, надо иметь в виду, что все-таки эта цифра имеет определенную структуру потерь. Да? Мало кто знает, что, ну, во-первых, 26,6 — это Да. демографические потери, да? Все-таки в эту цифру входит примерно 1,5 миллиона эмиграций. То есть это люди, которые не умерли, они просто уехали из Советского Союза. Это иммиграция двух типов. Первая иммиграция — это иммиграция предателей, людей, которые поддерживали нацистский режим. Вот есть замечательный источник, опубликованный Никитой Андреевичем Ломагиным, нашим прекрасным ученым. Это дневник коллаборантки, так называемой Лидии Осиповой из Пушкина, которая очень ждала нацистов. Правда, когда они пришли, ну, ей не понравилось. Она, Разочаровали. да, но тем не менее, она с ними ушла на Запад. Вот, она покинула Советский Союз. Такая категория людей тоже была. Большая категория людей из Западной Украины, из стран Прибалтики ушли с немцами и остались за рубежом. Вот. Плюс была еще так называемая оптация, то есть до начала Второй мировой войны, точнее до начала Великой Отечественной войны, прошу прощения, вы помните, что произошло воссоединение Западной Украины и Западной Белоруссии. Так получилось, что на территории Советского Союза оказалось довольно большое количество поляков, а в Польше осталось значительное число украинцев и белорусов. И сразу после войны произошел обмен. Украинцы и белорусы из Польши выехали к нам, а, соответственно, советские поляки вернулись в Польшу. Все по своей воле или предложили так, что нельзя отказаться? Да, по своей воле преимущественно. И вот сальдо этого обмена, оно было не в пользу Советского Союза, здесь тоже были демографические потери. Вот. Это примерно 1,5 миллиона человек. Значит, а дальше структура делится так. Это военные потери. Причем военные потери надо разделить на две части. Военные потери в боевых условиях и советские военнопленные. Это от 2,5 до 3 миллионов человек, которые были целенаправленно уничтожены. То есть это люди, которые попали в плен, они перестали быть комбатантами, и там их просто убили. Преимущественно голодом и неоказанием помощи. Значит, то есть это жертвы геноцида, а не военных действий. Да? Значит, гражданское население, умершее, тоже делится на несколько частей. Гражданское население, умершее в оккупации, это примерно там от 7 до 8,5 миллионов человек, включая еврейское население, уничтоженное по этническому признаку. Значит, это жертвы блокадного Ленинграда, отдельная категория. И это жертвы в тылу. Да, в тылу примерно я бы оценил количество жертв, сверхсмертность 3,5 миллиона человек. Значит, надо понимать, что план Бакки, вот этот, он сработал и на тыловых территориях, поскольку прекращение зерновых поставок спровоцировало голод и кризис и в тылу. Кроме того, надо понимать, что был захвачен, например, Донбасс, и разразился угольный кризис, а следствием угольного кризиса стал логистический кризис. Грубо говоря, не всюду все можно было довести, в том числе и еду. Поэтому голод был даже на тех территориях, которые нацистам не покорились. И даже глубоко в тылу, например, там в Якутии или где-нибудь в некоторых регионах Сибири, не говоря уже об Архангельске, был серьезный голод, там тоже была высокая голодная смертность. Плюс врачи мобилизованы в армию, да, снизилось качество медицинского обслуживания, не хватало медикаментов для тыла. Плюс война — это постоянные нервы, а нервы — это всегда обострение хронических заболеваний. Мать волнуется за ребенка, жена за мужа, там, дети за отца и так далее. Смертность, конечно, подскочила в тылу. Вот. То есть вот такова структура потерь Советского Союза. И, естественно, не каждая из этих страт подпадает под определение геноцида, то есть под определение населения, которое было уничтожено целенаправленно по этническому или национальному признаку. Под это подпадают люди, которые были уничтожены на оккупированных территориях, жители блокадного Ленинграда, советские военнопленные. По поводу тыловой смертности здесь возможны дискуссии. Но, тем не менее, все равно как бы это миллионы людей. Миллионы людей. Это около 10 миллионов человек. А если с тыловыми, это еще больше.
Вот. И это, конечно, чудовищный геноцид, один из самых чудовищных в истории человечества. Вот. И я бы рассматривал этот геноцид именно как геноцид коренных народов и ставил его в одну линейку с предшествующими геноцидами коренных народов. Геноцидом народов Тасмании, геноцидом народов Австралии, геноцидом народов Северной Америки. То есть тех событий, когда европейские колонизаторы приходили на землю, которую они считали не занятой, и чистили ее от коренного населения. Вот просто раньше это осуществлялось в каких-то заморских колониях, а Гитлер был первым, который этот опыт попытался перенести в Восточную Европу. В этом заключалась его новация. А с немецкой стороны ты что-нибудь слышишь там? Твоими исследованиями интересуются, нет? А с немецкой стороны, ну, моими исследованиями конкретно пока нет. Хотя первое издание «Войны на уничтожение» вышло на немецком языке. У нас была конференция, в которой участвовал Кристиан Герлах. И мы, в общем, очень конструктивно поговорили. Вот. Но из-за той политической турбулентности, которую мы сейчас переживаем, эти контакты несколько, так сказать, обрубились. Но дело в том, что наука все равно интернациональна, и как бы политическая ситуация не менялась, рано или поздно об этом заговорят и в Германии, и в Англии, и в Соединенных Штатах Америки. И наша точка зрения, она должна быть идеально документирована, идеально выверена, потому что игнорировать ее постоянно и всегда будет невозможно. То есть какое-то время ее будут игнорировать, объявлять пропагандой и так далее, но это время пройдет. И тогда наши исследования станут очень востребованы и очень цитируемы на Западе. Ну и начинать это нужно уже сейчас. То есть как бы думать об этом нужно уже сейчас.